Всем привет! В этом видео я расскажу про основные понятия, которые нужно знать для понимания следующей лекции. Вот эти понятия: инструкции процессора, регистры процессора, стэк и прерывание. Инструкцией называют команду, которая передается процессору на выполнение. Инструкции можно разделить на три типа: арифметические и логические инструкции. К таким инструкциям, например, относятся сложение, вычитание, различные побитовые операции. Инструкции перехода. Переход при этом может быть как условный, так и безусловный. И инструкции перемещения данных. Очень часто инструкции совершают определенные действия над данными. В большинстве случаев, перед тем, как совершить какие-нибудь манипуляции с данными, данные надо поместить в регистры процессора. Регистр – это память, находящаяся внутри процессора. В процессоре существуют как регистры, использующиеся для определенного типа задач, так и регистры общего назначения. Так как в процессоре количество регистров ограничено, для хранения временных данных используется оперативная память. При работе программы оперативную память условно разделяют на стэк и кучу, по-английски heap. Куча начинается с наименьшего адреса оперативной памяти и растет вверх. Стэк же начинается с наибольшего адреса и растет вниз. Для отслеживания вершины стэка в процессоре имеется специальный регистр, называемый стэк-поинтер. Когда новые данные помещаются в стэк, значение в этом регистре уменьшается на столько байт, сколько данные занимают в памяти. Когда данные считываются из стэка, значение в этом регистре увеличивается на столько, сколько байт было прочитано. Для записи и извлечения данных из стэка существуют специальные инструкции push и pop. Инструкция push сохраняет данные из указанного регистра в стэк и уменьшает значение стэк-поинтера. Pop, наоборот, считывает данные из стэка в регистр и увеличивает стэк-поинтер. Еще одним важным понятием является прерывание. Прерывание используется для различных целей. Суть прерывания заключается в следующем. Процессору приходит сигнал, внутренний или внешний. Когда процессор видит такой сигнал, он перестает выполнять текущую задачу и запускает функцию, отвечающую за обработку конкретного прерывания. Так называемый обработчик прерывания. Когда обработчик прерывания завершил свою работу, процессор продолжает исполнять программу с того места, где он был до получения сигнала прерывания. Настройка и обработка прерываний – это отдельная большая тема. Сейчас я ее затронул только потому, что среди прочих прерываний есть ресет прерывания, которое выполняется при включении или перезагрузке устройства. В следующем видео я подробно разберу пример ассемблерного кода, который мигает светодиодом в Arduino. Всем спасибо, что смотрели это видео. Пока!